I see genius. You go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре рассмотрим новые трибридные наушники от компании KiwiEars стоимостью $119. И приходят они в небольшой по габаритам коробки с очень приятным и ярким оформлением, где на лицевой части здесь имеется изображение самих наушников, указано название этой модели, а именно Etude, и присутствует логотип компании. Ну а сзади уже указан адрес производителя и имеются различные сертификаты. Ну а здесь уже указаны технические характеристики. И за звук в этих наушниках отвечает динамический драйвер диаметром 10 мм, 3 арматурных излучателя и фирменный вибродрайвер от KiwiEars. Чувствительность составляет 104 дБ, и они получили очень низкое сопротивление 5 Ом, поэтому лучше всего прослушивать эти наушники на источниках с около нулевым сопротивлением. Ну а теперь, друзья, давайте-ка лучше рассмотрим комплектацию этих замечательных наушников более подробно. Наушники, кабель с коннекторами 2 пин и штекером на 3,5 мм джек. Фирменный кожаный кейс для хранения наушников. Инструкция по использованию наушников. Сертификат качества. Гарантийная карточка. И 3 набора силиконовых амбушюр. Наушники очень крупные, выполнены полностью из смолы с очень красивым абстрактным оформлением лицевой панели, которая смотрится на мой вкус реально очень привлекательно. Да и логотипы компании на обоих наушниках хорошо завершают концепцию этого уникального дизайна. Ну а здесь уже располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля и находится первое отверстие для компенсации. А еще одно отверстие расположено вот здесь. Ну и звуковод у этих наушников, ребята, получился оптимальный по длине, имеет диаметр 6 мм и получил аккуратный бортик для уже более лучшей сюда фиксации амбушюр. А сидят эти наушники в ушах просто отлично, несмотря на то, что они реально очень крупные, но тем не менее лично у меня они очень надежно фиксируются в ухе и остаются на месте, даже если я нахожусь в движении. И это, друзья, именно тот случай, когда вообще не хочется их снимать, так как и звукоизоляция, и посадка тут реально хороша. Да и амбушюры в комплекте очень даже неплохие, и использовать их можно без проблем. А вот комплектный кабель вроде и вполне нормальный по качеству, но если вам реально хочется выжать из этих наушников максимум, особенно по детализации, сцене и по контролю низких частот, то определенно вам стоит попробовать что-то уже более серьезное. И эти наушники действительно хорошо отвечают на апгрейд кабеля, раскрываясь еще объемнее и чище, особенно если использовать балансное подключение, где сцена становится чуть шире, а сам звук плотнее и общий характер звучания еще более выразительный. Ну а приобрести наушники KiwiEars Etude вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Linsol на AliExpress, либо на их официальном сайте linsol.com. Ну а все ссылки на покупку этих наушников, как всегда, будут в описании к этому обзору. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики трибридных наушников KiwiEars Etude. И эти наушники имеют усиление низких частот на 9 дБ. А вот этот явно торчащий резонанс в области мидбаса вызван тем самым вибродрайвером, который здесь работает, ребята, ну просто шикарно. И я скажу вам так, что на данный момент это точно одни из лучших наушников с таким типом излучателя из того, что когда я либо слушал. Ну а далее здесь следует довольно плавный переход к области нижней середины с небольшой ямкой для компенсации вот этого резонанса, а основной акцент в области верхней середины на 3 кГц был заметно так в этих наушниках ослаблен. Поэтому мало того, что эти наушники имеют супер крутой и тактильный бас, так еще и нейтральную и очень теплую серединку, что, согласитесь, ребята, ну просто красота. И за такой тюнинг от меня респект. Но на этом плюсы этих наушников еще не заканчиваются. Взгляните, ребята, на эти высокие частоты, которые тут достаточно продолжительные и лишь уже очень плавно затухают после 15 кГц, что является реально хорошим результатом. Ну а теперь давайте лучше обсудим звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты в KiwiEars Etude — это без преувеличения одна из главных причин, почему ты не хочешь снимать эти наушники, так как бас здесь не просто слышен, а он чувствуется всем телом, глубокий, насыщенный, с хорошей текстурностью и очень плотным ударом. И
вибродрайвер, ребята, здесь играет ключевую роль, и его эффект наиболее отчетливо ощущается в области мидбаса, и при прослушивании ты будто ощущаешь каждый удар бочки и каждый жирный начальный щелчок баса физически, и он добавляет больше такой тактильности и объема, превращая каждую басовую линию в нечто по-настоящему телесное. И это, ребята, не просто звук, а это импульс, который будто прокатывается через тебя. А бас в этих наушниках уходит очень глубоко, излишне не выпячивается, но очень основательно подчеркивает весь фундамент трека. Но все же, как по мне, мидбас тут находится реально в центре вашего внимания, жирной и ударной подачей и рельефностью, и за счет виброблока эта область буквально яро пульсирует, давая ощущение такого живого присутствия и характерного ритмического драйва, что делает прослушивание этих наушников не просто интересным, а эмоционально заряженным. Ну а как же панч? Ох, ребята, а он тут реально просто зверский. Бас хлесткий, упругий, с быстрым импульсом и будто мгновенным затуханием. Он не вязнет и не растекается, а словно берет и впитывается, и при этом сохраняет отличную читаемость и текстурность. И особенно приятно слышать, как он играет именно в электронной музыке или хип-хопе, где каждое басовое движение словно очерчено и ощущается цельно, будто ты сейчас стоишь рядом с мощным сабвуфером, но без перегруза и какой-либо мутности. И в итоге басовый этюд — это сочный, массивный и невероятно телесный, совершенно новый опыт. Он мощный, но контролируемый, быстрый, но с глубиной, ударный, но не агрессивный. И он не просто заполняет собой микс, а он будто двигает музыку и придает ей большего драйва и безумных эмоций от прослушивания. Но средние частоты в KV-Ears Etude — это редкое сочетание аккуратности и живого насыщенного характера. Они абсолютно нейтральные по подаче, без каких-то там перекосов и акцентов, но при этом звучат вовсе не скучно и не стерильно. То есть здесь точно нету какой-то холодной отстраненности или явной сухости. Наоборот, все звучит очень музыкально, мягко и с легкой такой приятной теплотой, которая делает вокал и живые инструменты особенно уютными. И инструменты, ребята, тут звучат натурально, без излишней какой-то агрессии или там наигранной яркости. Например, гитары подаются с правильной такой отдачей и телом, а фортепиано с легким, мельчайшим, шелковистым послезвучием. Но голоса передаются будто бы с душой, как будто вокалист стоит перед тобой и исполняет композицию только для тебя. В общем, все подается тут именно так, как и должно быть. Ничего не прячется, не замыливается, но и не выпячивается, так скажем, искусственно. И лично меня радует, что даже при своей вот этой нейтрально теплой подаче середина не уходит в какое-то безликое мониторное звучание. В ней есть жизнь, есть дыхание, есть и эмоциональная вовлеченность, что тоже очень важно. И несмотря на то, что она хоть и звучит спокойно, уверенно и сдержанно, но поверьте мне, она умеет быть и очень выразительной. Когда нужно, она без проблем дает вот этот необходимый драйв и грамотную насыщенность, будь то там рок-гитары или плотные синтезаторные линии, а когда трек уже требует больше такой деликатности и плавности, она не лезет вперед и не нарушает вот этот прекрасный баланс этих наушников. В общем, друзья, это именно тот случай, когда можно с удовольствием послушать и энергичный трек, и атмосферную плавную акустическую композицию. Средние частоты в Etude точно не кричат и не навязываются, а общая тональность очень теплая, живая и естественная, без излишнего какого-либо окраса. И именно такое исполнение середины дает возможность слушать музыку долго, не уставая и при этом, что важно, не терять интерес к деталям. Ну а высокие частоты в KV-Ears Etude — это настоящая находка для тех, кто ценит чистоту, точность и ясность, но при этом не переносит лишней яркости и утомляющей резкости. И с первого прослушивания они реально удивляют своей прозрачностью. И я не шучу, ребята, ведь здесь буквально каждый легкий тарелочный акцент, каждая воздушная текстура передается четко и естественно, без каких-то там грубых всплесков или неестественных акцентов. И детальность здесь реально высокая. Мелкие нюансы реверберации, легкие призвуки, все это проявляется легко и ненавязчиво, не требуя от слушателя, так скажем, усилий для всматривания в звук. При этом характер высоких частот остается очень благородным. Он не окрашен, не ярчит, не уводит звучание в какой-то искусственный холод или стерильность, и самое главное, что тут нет сибилянтов. Так что любители послушать реально старые и плохо записанные и сведенные треки точно здесь останутся довольны. И при всем этом переходные процессы здесь очень быстрые и точно
отличные, высокие частоты вообще не размазываются даже в насыщенных и ритмически сложных треках. И удивительно то, что у них нет какой-либо легкой теплой вуали, благодаря чему они отрабатывают буквально все, что в них заложено, но делают это реально с удивительным каким-то чувством меры. И это, ребята, именно тот случай, когда можно услышать все микронюансы, но при этом не уставать от прослушивания, так как звучание высоких частот здесь максимально сбалансировано. Они не яркие, не светлые, не холодные, но и не притемненные. В общем, Kiwi Ears Etude — это отличный пример того, как можно совместить информативность и комфорт в одном звучании. Они не выпячивают детали, так скажем, ради впечатления, а очень органично вплетают их в общую звуковую картину, добавляя аккуратное ощущение легкости, утонченности и воздушности, при этом сохраняя какую-то безумную прозрачность и чистоту. Но звуковая сцена в Kiwi Ears Etude — это тот самый случай, когда все звучит правильно и приятно для восприятия. Она не стремится к какой-то искусственно широкой панораме, не раздута, не размазана, но именно за счет этого у вас создается приятное ощущение уюта и камерности, где звуки располагаются именно там, где и должны быть. Ширина сцены в этих наушниках умеренная, и все распределяется с хорошим чувством пространства. А вот глубина здесь действительно впечатляет. Трехмерность у этой модели ощущается прям сразу, и это не просто какое-то плоское расположение инструментов по бокам, а настоящее многослойное пространство с ясным передним, средним и дальним планом, с отчетливой фокусировкой. И при этом разделение инструментов просто отличное для своей ценовой категории. Все читается и ничего не сливается, даже в плотных аранжировках. Вокал уверенно занимает свое место в центре, не теряясь где-то там на фоне, а инструменты как будто бы окружают его, очень аккуратно, но при этом каждый строго в своем диапазоне звучит. То есть звук, ребята, здесь подается не в разнобой, как в очень бюджетных моделях, а слитно и с отчетливым пониманием, где и что звучит. И в итоге Kiwi Ears Etude создает такое очень приятное ощущение пространства с хорошей глубиной, умеренной шириной и четким разделением планов. И для своей ценовой категории, ребята, как по мне, это просто впечатляющий уровень объема и слоистости, особенно с учетом их вибродрайвера, который не мешает сцене, а наоборот даже делает звук еще более живым и вовлекающим. Но вывод у меня получился таков: Kiwi Ears Etude — это реально что-то особенное, и эти наушники меня очень удивили, как по мне звучат, и выглядят они точно дороже, чем стоят. И лично меня очень впечатлила их крайне сбалансированная и теплая подача, глубокие тактильные низкие частоты с реальным эффектом от вибродрайвера и очень аккуратная, но эмоционально насыщенная середина с удивительно прозрачными, техничными, но комфортными высокими частотами. И все это складывается в цельную, музыкальную и увлекательную картину. И это именно то звучание, к которому хочется каждый раз брать и возвращаться по новой. И таких эмоций у меня, друзья, реально давненько не было. А тут я прям просто кайфанул от прослушивания этих наушников. И как по мне, Kiwi Ears Etude — это яркий пример того, как нестандартные технологии вроде использования вибродрайвера могут быть не просто забавной фишкой, а частью целостного, зрелого и по-настоящему законченного аудиофильского продукта. Для летнего настроения, для повседневного прослушивания и для тех, кто хочет получить максимум удовольствия без компромиссов. И это, ребята, реально отличная находка. И от себя я смело рекомендую эти наушники к покупке. А ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.